И всем доброй ночи, с вами снова Индиана, и это очередной летсплей по Шерлоку Холмсу. Ладно, я пыталась немного сделать сексуальный голос. Что я несу? Это какой-то кошмар. Хорошо, что никто не смотрит мои летсплеи. Вот так вот, мы тут надо сейчас допила свой страница 355, я помню. Допила свой лимонад, холодный и вкусненький. Да, и спонсор сегодняшнего показа шансон с улицы. Точнее сказать, блатняк с улицы. Если вы услышите опять какие-нибудь странные песни и голоса, то у меня, как обычно, открыто окно. Ай, пофиг, ладно, без книжки. Как видите, мы взяли Тоби. Доктор Стрэндж упал. Стивен, не падай. Стивен, стой. Че падайте, сказал? Падла. Search, Toby. Боже мой, Шерлок, что за ужасный костюм на тебе? А? Как ты так мог вырядиться? А что мы должны делать? А что мы должны искать? Ой, мы собака. Мы снова собака. Мы в... О, господи, как оно называется? А, вот он, след. Ведет на улицу. Так вот, мы, короче, собака еще играли. Нифига себе, посмотрите, как Шерлок дверь открывает, а? Джедай. Я всегда знал, что Шерлок джедай по его способностям. Ну так вот, о чем я говорил? О чем я говорила? Я забыла, о чем я говорила. Склероз подкрался незаметно. О чем я говорила? Блин, надо же вспомнить. Я надеюсь, что мы сегодня за один летсплей попробуем все пройти. Ну, не все имеется в виду, четвертое дело, чтобы я могла спокойно перейти к прохождению. Brave Toby, the best nose in the British Empire. Стоп. Вот опять там на заднем фоне Комодо проказничает. Че я не говорила? Вот. Гав, гав! Я за него озвучу. Ну привет, Роман Стелс. The scent leads to the well. I should check it. Как мне Ладно. Неважно. Видимо, для начала нужно...
The intruder's trail is lost behind this wall. The criminals left the house through the French window. They walked to the shed, then across to the well, before fleeing by climbing over the wall. I wonder why they chose such a winding route. Потому что не было никаких бандитов. Упс. Я спойлернула. Чау. Brave Toby. Так, ну давайте все по порядку. Если мы оттуда начали. Открывайся. Сим-Сим, откройся. This hook might be useful. Для чего тебе? А! Bags of seed. Some empty bags were recently moved. Small gardening tools. Nothing of great interest. This old suitcase sounds hollow. It must be empty. That's it. Я забыла выключить, постоянно забываю выключать этот командо. Точнее сказать, не выключать, а переводить его в игровой режим. Потому что он на заднем фоне вот постоянно что-нибудь там проказничает, что-то проверяет, что-то там делает. Хороший антивирус, но доставучий еще тот. There's something glittering at the bottom there, but how can I reach it? The bucket can be easily removed. А вот и наше серебро. Silverware. This is hardly a coincidence. Красивая елка. The Brackenstall coat of arms. It appears that we have found the stolen silverware. The intruder's trail is lost behind this wall. Ну вот и все. Так, давайте глянем на нашу детективную доску. Да нифига себе. Искать моряка. Ой. Так, о, блин, спрашиваю. Надеюсь, Лестрейд еще на месте? Да хорош, ну что ты подвисаешь, скотина. Да, он еще тут. Inspector, I have recovered the stolen silverware. You are a wizard, Mr. Holmes. And where is it? In the garden well. Excuse me? Unique, isn't it? Rather absurd. What is the point of stealing silverware and then throwing it down into a well? Perhaps it was used as a temporary hiding place.
or simply the thieves wanted to get rid of it. It is up to us to solve this mystery. Holmes, don't look at me like that. I don't know what to think about all this. А ну, признавайтесь, сучки, что тут происходит. We found your silverware, Lady Brackenstall. It had not been taken very far. Is that true? I am very thankful to you, Mr. Holmes. Your ladyship? We found your mistress's silverware. Oh, that's good news. You really are as clever as they say. Это был сарказм. Indeed. Indeed. Ну все. Ватсон не на месте, наверное. Ну все тогда чё? Отправляемся на Бейкер-стрит. Итак, мы вернулись. Так, Гибралтарская скала. Что нужно было найти? Наверное, это будет в новостях. — 1893, да? Вот. Прибытие The Strand. Прибытие Гибралтарской скалы. Корабль вернулся. Гибралтарская скала в сухогруз компании линия Аделаида Саутгемптон, Лондон, Коннор-центр, Джеймс-стрит, Лондон, вернулся после 6-месячного плавания с заходом в порты Индии, Новой Зеландии, Австралии. На корабле в Англию прибыла мисс Мэри Фрейзер, наследница семьи Фрейзеров, землевладельцев из Австралии. Эта очаровательная юная леди уже объявила о помолвке с сэром Гюстасом Брэкенстолом, одним из богатейших людей Кента. Вот так вот. Here it is. The shipping company, the Adelaide Southampton London line, and its address. Interesting. It must be the place where they keep the records, including the one for the crew of the Rock of Gibraltar. I think that if you pretend you're from Scotland-Yard, they'll give it to you without any problems. But I have another solution. I'll call in the specialist. Вот что тебе, скотина, не хватает? А что ты, блин? Brave Toby. The best... Да, это мы уже несколько раз это слышали. Письма. The Times. Огромный скандал в высшем обществе. Широко известный и уважаемый археолог, гордость нации сэр Родни Бенклифф был найден убитым. Преступление произошло в римских банях на Стрэнд-Лейн, там, где археолог занимался последними раскопками. Но еще более шокирует то, что убийство совершил бывший друг и партнер сэра Родни, Персиваль Бринхорн. Смертный приговор – единственное возможное наказание за это злодеяние. Хотя я могла его спасти, но нет. This is where I keep my post. Watson, I need Wiggins. Is he anywhere nearby? He's right across the street. You can give him a sign from the window. As usual.
Надеюсь, нам драться с ним не придется. Wiggins, could you come upstairs, please? At your service, Mr. Holmes. I need a register, my young friend. If you could borrow it, there will be half a guinea for every one of you. I need the crew list of the Rock of Gibraltar in 1893, and their current employment. I'm straight on it, Mr. Holmes. Do you really think they'll find it, Holmes? My secret police is better than the Yard in many ways. Here it is, Mr. Holmes. But we can't take it back. It's too risky. Put it on the table. I'll take care of it. Good work, young Wiggins. This list shows the senior officers of the Rock of Gibraltar, on which Lady Brackenstall and her maid made their voyage. Lady Brackenstall does not know anyone in England. This must mean that someone on this list is our mysterious visitor. And these are the lists of the senior officers of the Adelaide, Southampton and London Line ships. Let us find out who was in London upon November the 7th. О, мать вашу, 7 ноября 1894 год. Чарльз В. Чилл, Джек Кроукер, Генри Саутворд, Эрнест Вудс, Томас Уокер, Герберт Уиттингтон, Уильям Партледж отправились Гая. Да, у меня тут целый Need for Speed Underground на улице происходит, если вы слышите. Нет, этого нету. Нету. Генри Саутворд есть. И Вудс есть. И все. Генри и Эрнест. Да? Надо присмотреть. Джон Чарльз Вичил есть. I do not think that this sailor has any connection. Ой, to the не-не-не, case. я случайно. Да вот кто. Нет. Блин, я все пропустила. Mr. Jack Crocker was in London upon the date of the crime, and he is due to depart in 2 days. Нет, это вообще другой октябрь. This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. Ну да, сейчас мы всех поучеркиваем. This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. This officer is still at sea. Остался только Джек Кроукер. Чарльз. This officer was on a ship that sailed half a month ago. He wasn't in London at the time of the crime. И Томаса осталось найти.
This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. Ту, блядь, партлиш еще какой-то. This officer was on a ship that sailed half a month ago. He wasn't in London at the time of the crime. Captain Jack Crocker is our mysterious visitor. He was the only one around at the time of the murder. This Crocker, do you think... It would be interesting to meet him. Our young friend should be able to find him. Ой, извиняюсь. Так, давайте... Ну, у нас ничего нет. Ладно. Ау. Wiggins, could you find a way to bring this Captain Crocker here to us? Here? Holmes, that could be dangerous. No problem, Mr. Holmes. Mr. Holmes, I was informed that you were looking for me, and I'd like to know why. Yes, it is important that we talk. You will soon understand why. Анализирую то, анализирую это, как обычно. Типичный ведьмак. Ой, то есть хотел сказать моряк. Ведьмак. Как что-нибудь ляпну, хоть стой, хоть пятый. You are acquainted with Lady Mary Brackenstall, are you not? Yes, I think I do remember her, from when I was first officer, but I still don't It see... seems your relationship went beyond that of mere passenger and first officer. How dare you? Indeed, how reckless a feeling is love, particularly if one is prepared to commit a murder in its name. Explain yourself this instant. You are aware that the murder made the headlines of the morning press. You read the newspaper report, but to your dismay, found it much fabricated. Once you learned that I wanted to see you, you came straight away. You needed to know what I had found. You... and what do you know? That evening, you were with Lady Brackenstall, despite the danger. I'm not afraid, Mr. Holmes. Besides, all of this is just guesswork. You would be right if there was no evidence. What then? Lady Brackenstall was tied to a chair on the night of the murder. And it was you who tied her up. You call that evidence? О-о-о-о! Фу, чуть не ложанули. Ой, ложная улика. Морские узлы. Слабое здоровье, старость, экипажка. Yes, as she was tied with a sailor's knot. Your handiwork. So, it's a sailor who's done it. That proves nothing, Mr. Holmes. I'm not the only sailor in London right now. Your theory is flawed anyway. On the night of the murder, I was aboard the Sharp. I was supervising the repair of a porthole.
At night. It was an emergency. There was a leak. You can ask the ship's carpenter. He can confirm. I'm sure that he can. Perfect. In that case, we have nothing more to talk about. Good evening, gentlemen. Эй, чувак, куда? Holmes, what should we do now? Would you like to check his alibi? No. There is no doubt that these men will testify in his favor, and there will be no way to check. So, what then? So, we must work with what we have. We have all the puzzle pieces. Now I understand why you dissected the bell rope. Ну все. Сейчас мы его повяжем. Не хотел по-плохому, будет по... Не хотел по-хорошему, будет по-плохому. Вице-капитан. Однозначно. Но по книге тут говорится, что Шерлок его не отправляет в тюрьму. Вот что там такая, типа, цель была доброжелательная, любовь и что-то вроде Vox Populi, Vox Dei, что переводится как глаз народа, глаз Божий. Вы оправданный, капитан Кроукер, и пока правосудие не найдет другого виновника, вы свободны. Возвращайтесь через год к своей избраннице, и пусть ваша жизнь докажет справедливость внесенного сегодня приговора. Вот так вот. Так что мы его прощаем и отпускаем. Wiggins, could you ask Mr. Crocker to come here again, please? Right away. Why did you make me come here again, Mr. Holmes? It is over. I know that it was you who killed Sir Eustace Brackenstall. What? I know, because of the height at which the rope was cut. The knife used was a sea knife, the knots were sailor's knots, and not least the sheer force that was put behind the killing blow. And because you are the only one who knows Lady Mary Brackenstall in London. And because you love her. It's true. It is time for you to tell us the whole truth. I admit that I loved Mary madly from the first day that I met her. But I never did come to visit her, for I believed that she was in a happy household. When I talked to her maid and told me everything, I was insane with rage. I was due to set sail for 6 months away. I wanted only to see her again. But it turned into a damnable nightmare when he barged in. He dared raise his hand to her. He was not even worthy of licking her boots. Oh, I regret nothing. I admit I killed the monster out of love for her. She will forgive me if she is able. Lady Brackenstall already forgave you. She said nothing. Mary. But that makes her an accomplice as well as her maid. It places her in danger yet again. Mr. Holmes. You would not have managed to protect her. Till I die, do you hear me? Here is a letter that sets everything clear, and it is the one that should be disclosed to the police. I am the only culprit. Mary had nothing to do with it. Now it is time to end this.
Нифига себе. Вот вам экшончик. Please forgive me, Captain Crocker. I wished only to test your sincerity, and your words and deeds have far exceeded my expectations. See here, Captain Crocker, we'll do this in due form of law. You are the prisoner. Watson, you are a British jury. Captain Crocker, the evidence shows that you acted without premeditation and used reasonable force to protect an innocent victim from her husband's brutality. Your devotion pushed you to attempt to kill yourself in order to protect the one you love. Now, what say you, gentlemen of the jury? Not guilty, my lord. Vox populi, vox dei. You are acquitted, Captain Crocker. So long as the law does not find some other victim, you are safe from me. Mr. Holmes. It is a great responsibility that I take upon myself, but I will give Lestrade an excellent lead, and if he can't avail himself of it, I can do no more. Come back to your lady in a year, and may her future and yours justify us in the judgment which we have pronounced this night. Inspector, I'm afraid that the murderers have escaped us. What? Do you mean to tell me that you failed? Never thought I'd live to see the day. I mentioned the murderers, not the case. It is obvious that the crime was committed by 3 criminals who cannot be the Randalls. You really think so? You only need to find a gang of 3 thugs wandering around. I can trust you to do that. If they exist, I'll catch them. You'll find someone, I have no doubt of it. Goodbye, Inspector. Сэр Юстас был убит капитаном Джеком Кроукером, навестившим леди Брэкенстол прошлой ночью. Они представили это как ограбление, совершенное бандой Рэндаллов. Кроукер использовал морской нож, чтобы отрезать шнур и связать леди, а затем вынес столовое серебро. Джек Кроукер защищал женщину от нападения обезумевшего человека. Вы решили сохранить это в тайне. Найди на улик 16 приговор простить капитана Кроукера. Все как обычно. Видите? 10 из 10. Люди, решившие делать так же, как вы, 93%, видимо, те, кто читал книгу. Люди, сделавшие такой же моральный выбор, 60%, это те, кто не читал книгу. Ну, рейтинг личности нет предвзятый. Ну, сохраняя нейтралитет, как только возможно. И вот, я же говорила, что мы быстро проделаем это дело. Если оно всего занимает 10 листов в книге, то, конечно же, тут логично, что больше она и не вытянет. Тут, по-моему, сколько? В прошлый раз было 48, да, минут, в этот раз, ну, где-то примерно 2 часа у меня все, я так думаю, в общем вышло. То есть 10-страничный роман у них вытянул почти на, грубо говоря, на 2 часа летсплея. И это полностью летсплей, то есть полностью прохождение этого дела на 100%, то есть собраны все улики и сделан правильный выбор. Что я хочу сказать? Ну вот, как я обещала, 4 дела закончить, и я в следующий раз перейду к прохождению Ведьмака. Да, вернемся к Ведьмаку, наконец-то. Поиграем в Ведьмака, может быть, там закончим 2 главы, и опять вернемся к Шерлоку. Я потому что надеюсь закончить все, и мне еще нужно Battlefield Bad Company 2 пройти, там тоже не так сильно много осталось. Плюс я только начала Tomb Raider Revelation, то есть Tomb Raider 4, совсем там у меня немного, по-моему, всего только 3 видео, тоже нужно как-то добить, но эта игра очень большая и очень обширная, то есть там придется долго будохаться с этим. Зельда покончена, потому что, не знаю,
мой компьютер не хочет с этим работать, с эмулятором Dolphin. Ну, вообще с эмуляторами Wii и GameCube. Очень сильный, то есть он очень мощный по ресурсам. И поэтому мой компьютер, когда я включаю Fraps, все. Он слетает с катушек, начинает рейджевать. Вот. И одним словом, не будет летсплеев по Зельде больше. И не будет летсплеев по Guild Wars 2. Вот. Опять же, по той же причине, что тупо мой компьютер не тянет эти игры с включенным фрепсом. Что у нас еще там по плану? По плану я хочу после этого Шерлока начать записывать Шерлок Холмс против Джека Потрошителя. Вот. И также, может быть, если я добью Bad Company и Ведьмака, то начать другой квест, очень интересный, олдскульный квест. Ну, как олдскульный? По-моему, 2001 или 2002 года он выпуска. Про Египет, про девушку экстрасекса. Ну, так вот, ну, на этом все. В следующий раз увидимся в новом расследовании. Это уже будет 5-й по счету из 8 возможных, или там 7. Ну, по-моему, там 8 всего, не 7. Вот. И всем спасибо за просмотр и до скорой встречи.